Прежде всего, я хочу сказать еще раз про Романа Анатольевича Колодкина, которому эта замечательная идея пришла в голову. Большое ему спасибо, потому что дело большое, дело серьезное и на голом энтузиазме. И главное, что сегодня я почувствовала, что таким же энтузиастом и остается. 10 лет прошли незаметно. Каждый раз я очень боялась этого времени, когда свалятся работы. И нужно находить время, чтобы все прочитать, не ошибиться и сделать. Конечно, хотелось бы верить, что люди в этом участвуют из-за любви к международному праву, из-за романтических чувств. Но они стараются. Работы пишутся серьезные, темы выбираются тоже серьезные. Работы, я бы не сказала, что нынче намного лучше общетеоретический уровень. Нет, он примерно всегда одинаковый. Я сначала подумала, и мои коллеги говорили, что уровень работ с каждым годом становится выше. И я сначала даже хотела не согласиться с этим по той причине, но все-таки люди, которые приходят на конкурс, они специально занимаются международным правом, они специально занимаются этими исследованиями. И мое ожидание, что эти работы всегда очень высокого уровня должны быть. Но потом я задумалась, с другой стороны, что ведь если они действительно неоднократно могут участвовать в конкурсе, и это очень хорошая такая возможность, то значит, они, конечно, растут. Ну, например, 10-й юбилейный год, он оказался счастливым в том плане, что практически, правда, все работы были очень хорошего уровня, и эти темы для них не случайные и не предопределены вот тем, что некой заданностью. А это их реальное, мне кажется, исследование. Премия значительно повлияла на мой жизненный путь, потому что если я, может быть, еще сомневалась, наука — это мое или нет, то после премии я поняла, что у меня нет выбора, наука — это мой путь. Меня очень вдохновила премия на то, чтобы доводить дела до конца. Та тема, с которой я пришла на конкурс и которую так высоко оценили, это стало тем плацдармом для тем, которые я защищала кандидатскую диссертацию. То есть это был большой путь. Работа, с которой я в прошлом году принимал участие в конкурсе, во многом легла в основу моей диссертации, и я считаю, что та уверенность, которую конкурс подарил мне как молодому ученому, поможет мне все эти рубежи также с успехом перейти. Попытаться действительно прощупать какую-то тенденцию, почувствовать то, что витает в воздухе. Инструменты для этого понятны какие, нужно быть в сообществе, нужно общаться, обсуждать текущие тренды с старшими коллегами, задавать как можно больше вопросов. И если получится вот эту тенденцию нащупать и обрисовать ее в своей работе, обосновать какие-то подходы к тем проблемам, которые тенденция за собой влечет, это действительно может позволить стать автором особо отмеченной работы или работы, которая в итоге победит в конкурсе. У меня было желание участвовать в различного рода конкурсах, мероприятиях, посвященных международному публичному праву. Я, конечно же, сразу же посмотрел на состав Совета премии, сразу же посмотрел, конечно же, на организаторов, и мне показалось, что оно точно того стоит. Тогда было сделано такое некоторое обещание со стороны организаторов, со стороны Совета премии поддерживать молодых ученых, исследователей в области международного публичного права. И сейчас уже завершился 10-й юбилейный год. Обещание было сделано, и обещание было сдержано. Каждый раз, заново участвуя, ты каждый раз вот в эту дискуссию профессиональную вступаешь. И поэтому я считаю, что таким шансом всегда надо пользоваться. Надо публиковать свои исследования, надо о них говорить, поскольку, может быть, именно это та твоя идея, которая либо продвинет очень хорошо международное право, а может быть, вообще почти спасет мир.
сделано большое дело, любите науку только из эмоционального отношения к ней. Премия «Международное право в 21 веке» — это справедливость. Прежде всего, сообщество. Вдохновение. Это классно. Очень благородное и нужное нашей стране дело. Всех призываю принять участие в этом деле.